Всем доброго дня! Я знаю, что вы давно уже ждали этот ролик про то, как выставлять личные границы. И это мы сейчас говорим не про психологические личные границы, а именно на тонком плане, как выставлять свои границы, выставлять, что можно делать в вашей реальности, что нельзя, и это четко оговаривается. То есть, чтобы вы начали прописывать свои правила игры, да. А также немного коснемся темы намерения, потому что эти темы, они взаимосвязаны. Во-первых, давайте начнем с того, что мы уже знаем про отключение под ключик, как делать, что говорить, да. То есть мы уже знаем, что в первую очередь надо отделить свое сознание от сознания сущности, то есть понимать, где вы, а где на самом деле сущность. Где вами пытаются манипулировать, в том числе эгрегоры. Тему эгрегоров тоже надо будет поднять, потому что не все понимают, что это вообще такое. Ну да ладно. Во-первых, все знают, что отделяем свое сознание от сознания сущности. Во-вторых, мы говорим сущности, что мы против того, чтобы она находилась в нашем личном пространстве, что наша воля на то, чтобы она убиралась из нашего личного пространства, что больше ей здесь не рады. С вещами на выход просто. Из моего личного пространства, из моей жизни, из моей реальности вообще. Расторгаем контракты, да. Расторгаем контракты так же просто. То есть моя воля, я это все аннулирую, это больше на меня не работает. Все, задействуем свою волю. И тут давайте более конкретно остановимся. Очень многие поняли, как это делается, что делать, и начали этим пользоваться активно. И у них просто колоссальнейшие пошли, да, изменения. А те, кто не понял, давайте попробуем с вами более детально. Смотрите, когда мы свою волю включаем, это также касается и границ в том числе, потому что это все взаимосвязано. Мы делаем выбор. Мы в нашей жизни постоянно делаем выборы каждый день, да. И здесь то же самое, мы делаем выбор. Но нету такого, что мы где-то посередине колеблемся. Когда мы колеблемся где-то посередине, мы не идем ни направо, ни налево. То есть нам нужно сделать четкий выбор. Выбор между «я свободен» и выбор оставаться все как есть. Нет состояния посередине. Когда вы посередине, вы ничего не меняете. Это период, когда ситуация просто находится в подвешенном состоянии. Это, как я говорила, невозможно избавиться от церковного эгрегора, когда вы каждое воскресенье ходите и ставите свечечку в церковь. Поэтому поймите вот этот момент. Когда вы делаете выбор, то есть когда вы говорите, что я решил стать свободным, я решил избавиться от сущности, все, вы делаете выбор. И этот выбор не между, ой, я, наверное, решил, ой, я, наверное, буду, а может быть, не буду работать, сегодня буду, а завтра не буду над собой работать. Нет, это колеблющееся состояние, и вы находитесь, в принципе, в том же самом состоянии, в котором вы были. Вы не делаете шаг вперед. Но когда вы делаете выбор, то есть выбор, что все, я становлюсь свободным, все, вы отсекаете, это шаг вперед, безвозвратный шаг, вы закрываете за собой дверь, все. Этот выбор без оглядки назад. Вы сжигаете за собой мосты, вы полностью отказываетесь от того, что было до этого. Это полное кардинальное изменение, а не так, что сегодня я сказал, что я не пью кофе, а завтра я пошел и выпил. Так это не делается. То есть, если вы решили, что вы избавляетесь от чего-то, вы делаете это кардинально и все. Сказали, отрезали. Мосты за собой сожгли. И только тогда оно отцепится. Если же вы колеблетесь, да, и сегодня вы не поддаетесь, а завтра поддаетесь, то вы находитесь в пограничном этом состоянии, когда вы каждое воскресенье ходите и ставите свечечку. И оно не отцепится. Соответственно. То есть пока вы до конца не сделаете шаг, это все будет сохраняться. Это касательно выбора. И то же самое личные границы. Личные границы это, да, мы говорим, вот так с нами нельзя, мы этого не хотим, вот этого не должно быть в нашей жизни. Но смотрите, когда мы выставляем, да, это также касается и намерения. Когда мы выставляем
и говорим, что, допустим, вот этого в моей жизни быть не должно. То есть, допустим, в вашей жизни есть, я не знаю, там, то, что в вашей семье там на вас постоянно кто-то орет, допустим, да, и вы говорите, вот этого в моей жизни, в моей реальности быть не должно. Я не должен выслушивать каждый день крики, я не должен выслушивать каждый день вот это вот все. В моей реальности такого быть не должно. И когда вы вот это проговариваете, самое главное это проговорить не просто, что вот это вот уйди из моей жизни и все. Нет, вы должны проговорить, что должно прийти на место вот этого. То есть вы говорите, в моей жизни они больше не имеют права на меня орать, но вы при этом говорите, что со мной должны начать общаться вежливо, со мной должны начать общаться учтиво, со мной должны начать общаться с уважением. И вы представляете и красочно рисуете в своей голове то, как с вами нужно общаться. Вот это и есть личностные границы, которые вы выстраиваете на тонком плане. Это касаемо всего, абсолютно всего. Пока вы не прописываете сами свои правила игры, вы будете играть по чужим правилам. И, как правило, по тем правилам, которые для вас неприемлемы. То есть пока вы, да, мысленно даже, то есть даете разрешение кому-то на то, чтобы, допустим, там вас на работе что-то там гнобили, там, или что-то там делали, чтобы начальник на вас орал, или еще что-то, оно будет продолжаться. Это касаемо всего. Вот это личностные границы. Вы можете выставлять их вот для тех, особенно кто понял вот этот вот прикол с сущностями, для тех, кто понял вот эту фишку, как, что и зачем, он поймет дальше вот этот момент, как можно вырисовывать личные границы касаемо всего вообще абсолютно, со своей волей вырисовывать. И это уже, ребята, работа с намерением и изменением реальности, своей реальности, где вы своей реальности задаете определенные параметры. У меня должно быть не вот так, а вот так. Вы прописываете эту реальность так, как вам нужно, а не нужно кому-то. Понимаете? Касается вообще всего. Абсолютно всего. Дети, допустим, там у кого-то может быть что-то там, что дети должны не вот так вот там со мной разговаривать, там, а вот так вот. Что они там не должны, допустим, там трепать мне нервы, а ну, более-менее как-то, да, при этом не ущемляя прав ребенка. И, кстати, я думаю, тема может быть легкая, может быть для кого-то не очень. Вот. Но тут тоже, понимаете, право выбора. То есть, когда вы устанавливаете какую-то личную границу и говорите, что вот этого в моей жизни быть не должно, в моей жизни может быть только вот так и вот так, как это нужно мне, да? Когда вы так проговариваете, ребята, это должен быть выбор четкий, бескомпромиссный. Вот только так и никак иначе. Все. Вы сказали, как отрезали. Это то же самое с сущностями совсем. Вы сказали, как отрезали. Только так и никак иначе. В вашей жизни быть не может. И никто не имеет права вот как-то вот это вот по-другому делать в отношении вас. Потому что это ваша воля. Вы это четко проговариваете. Меняйте свою жизнь во всем, меняйте свою жизнь везде, пробуйте вот это вот выставление личных границ касаемо всего. И, кстати, насчет запретов, давайте еще проговорим с вами тему запретов. Когда мы говорим, я запрещаю вот это в своей реальности, я запрещаю вот это делать, да, со мной. Смотрите, тут очень важный момент в запрете. В том плане, что каким образом именно вы выстраиваете эту границу. Потому что если вы выстраиваете границу запрета, то есть поймите, что первая очередь это ваша мыслеформа. Вторая очередь это уже как вы там чего выразились. Здесь главное играет не игра слов, а игра именно того, как вы выражаете это намерение на уровне мыслеформы. Смотрите, опять же, то, что игра слов, да, кто верит в то, что игра слов что-то значит очень сильно, да,
вы выстраиваете такую реальность, и опять же, вы даете разрешение на то, чтобы ваша игра слов что-то значила. То есть поймите то, что если вы скажете и зададите параметр, это тот же самый выбор, выставление границ, когда вы говорите «я сказал», и имел в виду ровно то, что я имел в виду. И никто не имеет права как-то переворачивать мои слова, пробовать, да, и пытаться через вот это вот пропихнуть мне контракты. Я имею в виду сейчас то, что мы с сущностями, то, что некоторые говорят вот, ой, если я вот не так сказал, там, да, ко мне там что-то кто-то может там что-то подъехать, ну, на кривой козе и все прочее. Но, смотрите, это не касается вычеток. Чтобы вы четко понимали, это не касается вычеток. Потому что вычетка – это чужая кодировка. Насчет чужая своя кодировка, я, по-моему, вам и говорила. Ну, вообще это надо проговорить более четко, чтобы вы понимали, что такое вообще кодировка и как энергия закладывается в слова. Любая энергия, которая вот, как она кодируется и как она вообще вот переносится в тех же самых словах, в тех же самых, там, я не знаю, с комментариев, которые вы там пишете под роликами или вот вообще везде. Но это все, наверное, тема отдельного видео. Ладно. Но чтобы вы понимали, игра слов, некоторая игра слов, сейчас очень многие этим начинают, что частица не, что вот я говорю не, мое подсознание воспринимает, не воспринимает, там еще что-то. Это работает ровно настолько, насколько вы позволяете этому работать. Если вы реально думаете, что ваше подсознание не воспринимает частицу не, и используя ее, вы на что-то соглашаетесь, вы подписываетесь под этим. Все, вы согласились на это, будет работать именно так, значит. У вас. У остальных нет. У остальных все будет нормально с частицей не. А у вас именно это будет работать. Поэтому тут тоже учитывайте эти варианты. Это тоже выставление личных границ. Насчет личных границ. Я не зря тогда сказала, что пока вы их не выставите, значит вы будете играть по чужим правилам. То есть пока вы не прописываете свои правила и не говорите, в моей жизни будет вот так-то, так-то, так-то и так-то, вы будете жить по чужим правилам, по тем правилам, которые вам навязывают. Те правила, вот в игру, в которую вы попадаете, вы будете играть по чужим правилам. И у вас будут работать чужие кодировки. А в настоящий момент это работают кодировки систем и правила систем, навязанные правила всем. Все играют по чужим правилам в чужой игре. А нужно, чтобы эта игра стала вашей. Понимаете, в чем дело? И не надо там опять придираться словам, игра, там я это называю жизнь, там еще что-то как-то. Без разницы. Главное понять суть. Далее. Вот в этом плане выставление границ – это очень-очень важный момент. Во всем абсолютно вы должны прописать свои границы. Это выбор. В первую очередь вы должны осознать, что границы, которые вы выставляете, это не просто какие-то там незримые границы, я не знаю, как кокон, которые вас там защищают, что вы какую-то защиту там на себя ставите. Нет, это выбор. Выбор вашей воли. Выбор того, что вы говорите, я хочу стать свободным. Я хочу, чтобы в моей жизни было не вот так, а вот так. Это мой выбор. Я так решил, это моя воля. Все. Вот в этом кроется вот внутреннее вообще все. Вам просто никто не сказал, что так можно. Вам никто просто не сказал, что вы так умеете. А вы это умеете, и вы это можете. То есть, по сути, сама вот эта система, да, я сейчас имею в виду систему не та, которая там, а система, то, что я вам говорила про отключение сущности, почему это работает. Это работает как раз-таки выставление личных границ. То, что вы сами говорите свои правила. То, что вы говорите, что никто не имеет права вот это со мной делать. Я свободный. Я выбираю не сущности, которые меня жрут, я выбираю свободу. Я выбираю не то, что кто-то в моей реальности ковыряется и всякие неприятности мне в ней создает. То у меня там, я не знаю, может быть, у кого-то там что-то с работой не так, там вечно там с семьей не так, то я не знаю, как там на макароны заработать, то еще что-то. Нет, чтобы не так было. Я выбираю, что я строю свою реальность, что никто больше не имеет права в ней ковыряться. Я строю.
И я решаю, что в ней будет, и как я буду жить, и почему я буду жить, и какая работа у меня будет, и сколько я буду зарабатывать на ней, и как, и что, и зачем, и почему я буду жить. Это моя жизнь, это моя реальность. Вы должны четко делать выборы. Вот это самое главное. Одно отсекать, полностью отсекать, вот просто вот как ножом отрезать, сжечь мосты за собой и выбирать совершенно другое. Вот это установление личных границ. И оно, поверьте мне, работает. И оно работает даже в бытовом плане с другими людьми. Но опять отвлеклась по теме запретов. Но когда вы говорите, допустим, что я запрещаю там, допустим, сущность тебе меня кушать, вы должны четко обозначить мыслеформу. Каким образом вы это делаете? То есть смотрите, тут важный момент в том, что если вы говорите сущности, что делать, то есть говорите, я хочу, чтобы ты сделала сущность так, как я хочу, да, оно не сработает. Вы будете давить на ее свободу воли, чтобы она сделала так, как вы хотите. Вот это неправильно. Вы должны обозначить то, что в вашей мыслеформе должно быть так, что не я тебе говорю, что делать, да? То есть не пытаюсь манипулировать тобой, а говорю, что со мной так нельзя делать. Это мои личные границы. Вот это должно в вашей мыслеформе четко выражаться. Четкое выражение того, что вы не чужой пытаетесь волей манипулировать, а свою границу выставляете. Понимаете разницу? Я надеюсь. Когда вы говорите «меня жрать нельзя», вы говорите «меня жрать нельзя». Вот у меня такие параметры, вот конкретно можно жрать там тебе, ты можешь делать все, что хочешь, но меня жрать нельзя, я в домике. Вот тут то же самое на все остальное, на любых других людей. Когда вы говорите, допустим, Вася, я не желаю, чтобы ты больше со мной ругался, да, что вот Вася там постоянно там, он ходит чем-то недовольный, он там постоянно орет на вас, и вы, допустим, вот все, вы не хотите, чтобы Вася, вы хотите нормального цивильного общения с Васей. Вы не хотите вот этих оров, криков, там еще чего-то. Но когда вы говорите, допустим, я запрещаю тебе, Вася, на меня орать, с тем учетом, что я пытаюсь, Вася, манипулировать твоей волей, да, и ты должен делать так, как я скажу, вот это неправильный вариант. Но когда вы выставляете свою личную границу и говорите, со мной так, Вася, разговаривать не надо. Ты можешь разговаривать так с кем хочешь, но вот со мной ты должен вести себя нормально. Потому что со мной нельзя орать, потому что со мной нельзя так разговаривать. Я не приемлю такого общения. Когда вы выставляете это в виде собственной границы, тогда это будет работать. Только так, никак иначе. То есть вы должны понимать, что выставление личной границы своей, когда вы ее проговариваете, это должно быть, исходить мыслеформа должна не в плане попытки манипулирования чем-то сознанием, а именно выставлением собственной границы. И это же касается того, что сущность уйди. Когда вы пытаетесь прогнать сущность, выгнать сущность, это то же самое. Вы должны понимать, что вы не должны пытаться манипулировать ее волей, а должны выставлять личную границу, сказать, что все, я этого больше не приемлю. Такого со мной больше происходить не должно. Со мной, лично со мной, вот у меня вот такие границы. А значит, что ты сейчас нарушаешь мою волю. Все, до свидания. В принципе, тема достаточно легкая для понимания тех, кто уже понял, в чем дело и как это, что делать. Еще раз хочу проговорить про то, что когда вы выставляете и говорите, Вася, ты больше так не можешь со мной общаться, вы когда убираете что-то из своей реальности, вы должны это чем-то заполнить. Это всегда. То есть вы не должны оставлять дыру. Этой дырой может кто-то воспользоваться и выставить параметр за вас. То есть, ну ладно, мы не будем орать, тогда мы будем кричать на вас. Но мы не будем там орать, мы будем там что-нибудь там сарказничать, еще что-то. Вы должны не оставлять этой дыры. Дыры быть не должно.
Когда вы выставляете границу, вы не просто убираете то, что неприемлемо, не только это, но и задаете параметр того, как это должно быть для вас. Обязательно, это обязательный момент. Вот. Так, ролик у меня получился более-менее короткий, да, на эту тему. Ну, постаралась вот так вот коротко, ясно рассказать по теме запретов, по теме выборов и по теме выставления границ. В принципе, тема такая достаточно очень легкая, но нужная и необходимая. В первую очередь для того, чтобы люди начинали менять свою жизнь кардинально. И также коснулись немного темы намерения в том плане, что выставление личных границ, да, и то, что вы делаете, говорите со мной вот так нельзя, должно быть вот так, это тоже прорисовывание своей реальности. Это начальные этапы ее кодирования. Вы начинаете наконец-то своей реальности придавать ту форму, которую хотите вы, а не кто-то там. Поймите вот этот момент. И выборы, касаемо выборов. Выбор вы можете отследить везде свой. Когда вы говорите, вот это для меня неприемлемо, вот этого в моей жизни быть не должно, я такого не приемлю, и оно уходит. Ну а на этом, наверное, все. Тему намерения мы потом разберем более подробно, да, более как-то глубоко по теме того уже, как выстраивать свою реальность, не просто там какие-то личные границы. Личные границы — это начальный этап, это кирпичики, из которых вы начинаете выстраивать фундамент этого всего. Потом это намерение, именно привлечение каких-то событий в вашу жизнь, привлечение каких-то еще вещей в вашу жизнь. Но я думаю, вы тут и так поняли, да, что вы начинаете уже выстраивать свою личную границу, допустим, и говорить, что я не хочу работать на вот такой вот работе, где там меня не ценят, не уважают, еще что-то. Я хочу, чтобы у меня была вот такая-то работа, чтобы в ней было вот это, вот это, вот это и вот это. То есть можно сказать, что это тоже выставление какой-то личной границы, но это также работа с намерением. Вот. Потренируйтесь сначала на чем-то меньшем, потом будете приходить к большему. Я думаю, я досконально объяснила, очень хорошо, очень подробно, многие из вас точно поймут, поэтому не буду дальше рассусоливать. Вот, видео получилось короткое, и многие, наверное, порадуются и выйдут, наконец-то ее не 1,5 часа слушать. Вот. Все, ребята, всем желаю всего хорошего, выставляйте свои личные границы, пишите, получается ли у вас это делать, как вы видите изменения, да, того, что если вы начали это делать, какие изменения этому последуют. Всем всего хорошего еще раз, добра, мира, до скорых встреч.